Урок 1. Маршрут путешествия. Вы уже подумали о нашем маршруте путешествия? Да, я запланировал примерный график нашей поездки. Отлично. Куда мы отправимся в первую очередь? Мы начнем с посещения Парижа, столицы Франции. Прекрасный выбор. Какие достопримечательности мы не должны пропустить? Мы должны увидеть Эйфелеву башню и посетить Лувр. Я слышала, что Лувр огромен. Сколько времени мы должны выделить на это? Я предлагаю посвятить знакомству с музеем хотя бы целый день. Звучит неплохо. Что будет дальше в нашем маршруте? После Парижа мы отправимся в Рим, прекрасный город Италии. Мне не терпится увидеть там Колизей и Ватикан. Абсолютно. Колизей имеет огромное историческое значение. Как вы думаете, сколько дней нам следует провести в Риме? Думаю, 3 дней должно быть достаточно, чтобы осмотреть основные достопримечательности. Хорошо. Куда мы отправимся после Рима? Затем мы отправимся в Барселону, оживленный город Испании. Барселона известна своей уникальной архитектурой, как и творение Гауди, верно? Да, мы не должны пропустить храм Святого Семейства и парк Гуэля. Сколько дней мы должны выделить Барселоне? Я рекомендую потратить хотя бы 2 дня, чтобы ощутить его прелесть. Отлично. Есть ли другие направления в нашем туристическом маршруте? Да, нашей конечной остановкой станет Амстердам, столица Нидерландов. Я слышал, что там стоит посетить каналы и музеи. Абсолютно. Нам стоит посетить дом Анны Франк и музей Ван Гога. Как вы думаете, сколько дней нам следует провести в Амстердаме? Думаю, 2 дней будет достаточно, чтобы осмотреть основные достопримечательности. Не могу не согласиться с этим. Я с нетерпением жду нашего приключения. Я тоже. Давайте воспользуемся этим по максимуму и создадим незабываемые воспоминания. Совершенно верно. Спасибо за планирование этого замечательного маршрута, Анна. Урок 2. Предоставление личной информации. Совершенно верно. Для бронирования мне понадобится ваше имя и данные кредитной карты. Конечно, меня зовут Анна Джонсон. А что касается кредитной карты, безопасно ли предоставлять эту информацию? Да, мы очень серьезно относимся к безопасности. У нас есть надежное шифрование для защиты ваших данных. Это обнадеживает. Должен ли я сейчас предоставить номер своей кредитной карты? Да, пожалуйста, предоставьте мне 16-значный номер кредитной карты. Хорошо, это 4532 5678 9012 3456. Спасибо, Анна. Теперь мне также нужен срок действия карты. Срок годности 25 сентября. Идеальный. Наконец, мне понадобится трехзначный код CVV на обратной стороне карты.
Код CVV 123. Спасибо, Анна. Я успешно обработал ваш платеж. Бронирование подтверждено. Отлично. Я ценю вашу помощь в бронировании. Мне очень приятно, Анна. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? Сейчас нет, но я дам вам знать, если у меня возникнут дополнительные вопросы. Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время. Хорошего дня, Анна. Урок 3. Делимся любимыми рецептами. Конечно, на этой неделе. Есть ли у вас любимые рецепты, которые вы можете порекомендовать? Да, у меня есть несколько популярных рецептов, которые мне очень нравятся. Позвольте мне поделиться одним из них с вами. Это было бы здорово. Каким рецептом вы хотели бы поделиться? Одно из моих любимых блюд – классические спагетти карбонара. Оно очень вкусное и простое в приготовлении. Звучит очень вкусно. Не могли бы вы поделиться ингредиентами и этапами приготовления? Конечно. Для спагетти карбонара вам понадобятся спагетти, яйца, панчетта, сыр пармезан, черный перец и соль. Как его приготовить? Не могли бы вы помочь мне по этим шагам? Сначала приготовьте спагетти до состояния аль денте. Пока паста готовится, обжарьте панчетту до хрустящей корочки. Что делать после того, как панчетта станет хрустящей? В миске взбейте яйца, тертый сыр пармезан, черный перец и щепотку соли. А потом? Что нам делать с приготовленными спагетти и панчеттой? Слейте воду из приготовленных спагетти и добавьте их в сковороду с панчеттой. Выключите огонь и хорошо перемешайте. Каков последний шаг? Как добавить смесь яиц и сыра? Налейте смесь яиц и сыра на спагетти, пока они еще горячие. Смешайте все вместе. Нужно ли готовить его дальше после добавления яичной смеси? Нет, яйца приготовятся под воздействием тепла от спагетти. Продолжайте перемешивать, пока соус не загустеет. Звучит просто и вкусно. Какие-нибудь дополнительные советы или гарниры для сервировки? Сверху можно посыпать еще тертым сыром пармезан и рубленой петрушкой. Спасибо, Анна. Мне не терпится попробовать приготовить спагетти карбонара по вашему рецепту. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Приятного аппетита! Спасибо, Анна. Я дам вам знать, чем все обернется. Хорошего дня. Урок 4. Инструменты для декорирования. Звучит интересно. Как насчет инструментов для декорирования? Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Абсолютно. Есть несколько основных инструментов для декорирования, которые должны быть у каждого пекаря. Какие инструменты для декорирования необходимы для выпечки? Необходимы хороший набор наконечников для трубопроводов, мешок для трубопроводов и офсетный шпатель. Для чего вы используете наконечники для трубопроводов? Можете ли вы привести пример? Наконечники трубопроводов используются для создания различных форм и конструкций с помощью матирования.
Например, вы можете использовать наконечник в форме звезды для наклеивания розеток или круглый наконечник для письма. Звучит забавно. А для чего нужен кондитерский мешок? Мешок для кондитерских изделий удерживает глазурь и позволяет управлять потоком во время декорирования. Существуют ли разные типы трубопроводных мешков? Какой из них вы бы порекомендовали? Существуют одноразовые полиэтиленовые пакеты и многоразовые тканевые мешки. Я рекомендую начать с одноразовых, так как они удобнее. Приятно знать. Как насчет офсетного шпателя? Как его используют в декорировании? Офсетный шпатель отлично подходит для сглаживания глазури на тортах и создания чистых краев. Есть ли другие инструменты для декорирования, которые вам пригодятся? Да, проигрыватель очень удобен для вращения торта во время украшения. Это помогает добиться ровных и гладких результатов. Отличный совет. Что-нибудь еще мне стоит добавить в свой набор инструментов для декорирования? Я бы также порекомендовал взять с собой расческу для торта или скребок для создания текстурированных рисунков на глазури. Спасибо, Анна. Эти предложения определенно помогут мне начать декорирование. Добро пожаловать, Джон. Удачного декорирования. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Я ценю вашу помощь. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные рекомендации. Хорошего дня! Урок 5. Управление общественным транспортом. На какой линии метро мне нужно ехать, чтобы добраться до центра города? Вы можете использовать карту общественного транспорта, доступную на станции, чтобы найти подходящую линию метро. Есть ли разные линии метро на выбор? Откуда мне знать, на какой ехать? Да, есть несколько линий метро. Ищите линию, идущую в направлении центра города. Как определить правильную линию метро на карте общественного транспорта? Линии метро обычно имеют цветовую маркировку и маркировку с соответствующими названиями или номерами. Это полезно. Как только я найду правильную линию, как узнать, на какой станции выйти? На карте общественного транспорта будут указаны названия станций вдоль линии метро. Найдите ближайшую к месту назначения станцию. Упомянуты ли рядом со станциями какие-либо достопримечательности или достопримечательности? Да, на некоторых картах указаны известные достопримечательности или достопримечательности рядом со станциями, которые помогут вам лучше ориентироваться. Это удобно. Могу ли я спросить дорогу у сотрудников станции, если я не уверен? Абсолютно. Сотрудники станции готовы помочь вам с любыми вопросами или указаниями, которые могут вам понадобиться. Есть ли другой ресурс или приложение, с помощью которого я могу спланировать свой маршрут перед поездкой в метро? Да, доступны различные транспортные приложения, которые помогут вам спланировать маршрут и обновлять расписание поездов в режиме реального времени. Приятно это знать. Я обязательно возьму с собой карту общественного транспорта или воспользуюсь полезным приложением при поездке в метро. Всегда полезно быть готовым и информированным. Приятного и безопасного путешествия. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. Хорошего дня. Урок 6. Одолжить ручку. Простите, Анна.
Можешь одолжить ручку? Конечно, Джон. Вот и все. Спасибо, Анна. Я благодарна за это. Добро пожаловать. В любое время, когда вам это нужно. Я обязательно вернусь вам его позже. Не спешите, не торопитесь. Я позабочусь об этом, обещаю. Я тебе доверяю. Дайте мне знать, если вам еще что-нибудь понадобится. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Не проблема, Джон. Удачного дня. Ты тоже, Анна. Береги себя. Урок 7. Выбор жилья. А как же жилье? Обычно я останавливаюсь в бюджетных отелях или... Бюджетные отели – хороший вариант для экономных путешественников. Есть ли другие типы жилья, которые вы бы порекомендовали? Да, вы также можете выбрать хостелы или аренду жилья для отдыха в качестве более доступных вариантов. В чем преимущество проживания в хостеле? Хостелы часто дешевле и предоставляют возможность встретиться с попутчиками. Есть ли недостатки в проживании в общежитии? Общее удобство и меньшая приватность могут быть недостатком, но все зависит от личных предпочтений. А как насчет аренды на время отпуска? Как они сравниваются? Аренда на время отпуска предлагает больше уединения и удобств, как дом вдали от дома. Аренда жилья для отдыха обычно дороже бюджетных отелей. Это зависит от местоположения и конкретной аренды, но в некоторых случаях они могут быть сопоставимыми или даже дешевле. Есть ли популярные веб-сайты или платформы для поиска жилья на время отпуска? Да, Airbnb и VRBO – популярные платформы для поиска жилья на время отпуска. Есть ли что-то, что я должен учитывать при бронировании жилья? Местоположение, отзывы и удобство являются важными факторами, которые следует учитывать перед бронированием. Есть ли какие-либо соображения безопасности при выборе жилья? Всегда полезно изучить безопасность района и прочитать отзывы о жилье. Спасибо за советы, Анна. Я учту их при планировании следующей поездки. Добро пожаловать, Джон. Счастливого путешествия и приятного отдыха. Спасибо, Анна. Береги себя и хорошего дня. Урок 8. Выражение мнений и решение проблем. Мнение. Они могут точно определить проблему. Да, сбор мнений с разных точек зрения может помочь более точно определить проблему. Думаю, вы правы. У вас есть предложение по решению этой проблемы. Ну, во-первых, нам нужно понять первопричину. Затем мы сможем обдумать возможные решения. В этом есть смысл. Как эффективно собирать мнения? Мы можем проводить опросы, интервью или обсуждения для получения информации от соответствующих заинтересованных сторон. Отличная идея.
Что нам делать после того, как мы соберем мнение? Проанализируйте мнения, найдите общие закономерности или темы и определите приоритеты наиболее значимых из них. И как определить проблему на основе мнений? Выявив повторяющиеся проблемы или проблемы, поднятые в заключениях, мы можем сузить круг проблемы. Звучит логично. Каковы следующие шаги после выявления проблемы? Затем мы можем обдумать возможные решения, учитывая точки зрения, разделяемые во мнениях. Должны ли мы вовлекать других в процесс решения проблем? Да, вовлечение соответствующих заинтересованных сторон может привести к появлению разнообразных идей и повысить шансы на поиск наилучшего решения. Отлично. Как мы оцениваем потенциальные решения? Мы можем оценить каждое решение на основе осуществимости, эффективности и соответствия выявленной проблеме. И, наконец, как реализовать выбранное решение? Разработайте план действий, распределите ресурсы и отслеживайте прогресс, чтобы обеспечить успешную реализацию. Спасибо за рекомендации, Анна. Теперь я чувствую себя увереннее в решении проблем. Добро пожаловать, Джон. Решение проблем — ценный навык. Удачи в ваших будущих начинаниях. Спасибо, Анна. Береги себя и хорошего дня. Урок 9. Изучение достопримечательностей Коста-Рики. Как насчет Коста-Рики? Здесь потрясающие пляжи и разнообразная дикая природа. Коста-Рика — поистине фантастическое место, известное своей природной красотой. Есть ли конкретные пляжи, которые вы бы порекомендовали посетить? Пляжи Плая Мануэль Антонио и Тамаринда пользуются популярностью благодаря чистейшим берегам. Звучит потрясающе. А как же дикая природа Коста-Рики? Коста-Рика — рай для любителей дикой природы. Здесь можно увидеть обезьян, ленивцев и разноцветных птиц. Есть ли национальные парки или заповедники, которые стоит посетить? Да, в Коста-Рике есть несколько национальных парков, таких как Корковадо и Тортугера, которые предлагают уникальные впечатления. Можете ли вы принять участие в каких-либо мероприятиях, чтобы стать ближе к дикой природе? Абсолютно. Вы можете отправиться в походы с гидом, сафари по дикой природе или даже походы на каноэ, чтобы понаблюдать за дикой природой вблизи. Это очень интересно. Есть ли другие достопримечательности, которые стоит посетить? Обязательно посетите вулкан Ареналь, облачный лес Монтеверди и полуостров Оса. Есть ли еще что-то особенное в Коста-Рике? Коста-Рика также известна своей приверженностью устойчивому туризму и экологичным практикам. Это впечатляет. Какая погода в Коста-Рике? Климат в Коста-Рике тропический с сезоном дождей с мая по ноябрь и сухим сезоном с декабря по апрель. В какое время лучше всего приезжать в хорошую погоду? Сухой сезон обычно считается лучшим временем для посещения в солнечные дни и более чистое небо. Спасибо за понимание, Анна. Коста-Рика кажется мечтой.
Добро пожаловать, Джон. Уверен, вы прекрасно проведете время, исследуя чудеса природы этого города. Не могу дождаться. Береги себя и хорошего дня. Урок 10. Покупка мебели для гостиной. Мне нужен новый кофейный столик для гостиной. Есть предложение. Я сам ищу винтажный комод. Давайте рассмотрим наши варианты. Где найти хороший выбор кофейных столиков и винтажных комодов? Мебельные магазины, антикварные магазины и интернет-магазины, такие как Etsy и eBay, отличное место для начала. Что следует учитывать при выборе кофейного столика? Важными факторами являются размер, стиль и функциональность. Рассмотрите размеры и то, как они вписываются в интерьер вашей гостиной. В этом есть смысл. Какие-нибудь рекомендации по стилю кофейного столика? Это зависит от ваших предпочтений и общей эстетики вашей гостиной. Некоторые популярные стили – современный, деревенский и индустриальный. А как насчет материалов для кофейного столика? Кофейные столики могут быть изготовлены из дерева, стекла, металла или их комбинации. Выберите тот, который дополнит существующую мебель. Хорошее замечание. А теперь как насчет того, чтобы найти винтажный комод? Поищите местные антикварные магазины или посетите онлайн-платформы, специализирующиеся на винтажной мебели. Есть ли какие-либо особенности или характеристики, на которые мы должны обратить внимание в винтажном комоде? Обратите внимание на состояние, качество изготовления и уникальные элементы дизайна, которые придают изделию характер. Стоит ли также учитывать размер комода? Совершенно верно. Измерьте доступное пространство в спальне и убедитесь, что комод подходит по размеру. Есть ли у вас какие-либо советы по согласованию цен при покупке мебели? Вежливые переговоры и исследование сопоставимых цен помогут вам заключить более выгодную сделку. Это полезно. Я запомню это. Спасибо, Анна. Добро пожаловать, Джон. Счастливой охоты за мебелью. Давайте найдем идеальный кофейный столик и винтажный комод. В самом деле. Удачи нам обоим. Хорошего дня. Урок 11. Настройка системы внутренней связи. Я слышала о домофонных системах. Звучит интересно. Как его настроить? Настройка системы внутренней связи включает в себя несколько шагов. Давайте пройдемся по ним. С чего начать установку домофонной системы? Начните с планирования размещения домофонов в вашем доме или офисе. Какое оборудование мне нужно для установки системы внутренней связи? Вам понадобятся домофоны, проводка или беспроводные устройства и центральная панель управления. Как работает система внутренней связи? Домофоны соединены проводкой или беспроводными сигналами, что обеспечивает связь между различными точками. Могу ли я использовать домофон для связи с несколькими комнатами? Да, системы внутренней связи можно настроить для связи с определенными комнатами или передачи сообщений всем устройствам.
Это удобно. Существуют ли разные типы домофонных систем? Да, существуют проводные домофонные системы, требующие физических подключений, и беспроводные системы, использующие радиоволны. Какой тип вы бы порекомендовали для домашней обстановки? Для использования в жилых помещениях популярны беспроводные домофонные системы, поскольку они просты в установке и более гибки. Как установить беспроводную домофонную систему? Беспроводные домофоны обычно поставляются с инструкциями. Следуйте рекомендациям производителя по установке. Могу ли я также использовать домофон в целях безопасности? Да, некоторые домофонные системы имеют возможность видеосъемки, позволяющую видеть посетителей у дверей и общаться с ними. Это отличная функция. Есть ли дополнительные соображения по установке домофона? Обеспечьте стабильный источник питания для проводных домофонов и проверьте диапазон беспроводной связи для беспроводных систем. Спасибо за рекомендации, Анна. Я очень рад сейчас настроить домофонную систему. Добро пожаловать, Джон! Наслаждайтесь удобством и коммуникационными преимуществами вашей новой домофонной системы. Я так и сделаю. Береги себя и хорошего дня. Урок 12. Разделение платежей на ежеквартальные платежи. У меня есть идея. Вместо единовременной выплаты, а что, если мы разделим платеж на ежеквартальные платежи в течение года? Похоже, это хороший план. Давайте обсудим, как заставить его работать. Как рассчитать сумму каждого квартального взноса? Мы можем разделить общую сумму платежа на 4, чтобы определить сумму каждого взноса. Итак, если общая сумма платежа составит $4000, каждый квартальный взнос составит $1000. Верно. Каждый взнос составит $1000, если мы разделим платеж на 4 равные части. Как долго мы должны установить продолжительность этих квартальных платежей? Поскольку мы делим сумму более чем на год, мы будем выплачивать 4 квартальных платежа, по одному каждые 3 месяца. Это кажется разумным. Нужно ли учитывать какие-либо дополнительные сборы или проценты? Это будет зависеть от соглашения. Некоторые планы платежей могут включать проценты или административные сборы, поэтому мы должны уточнить это. Это хорошее замечание. Мы должны обязательно ознакомиться с условиями плана платежей. Совершенно верно. Прежде чем переходить на рассрочку, важно разобраться во всех деталях. Должны ли мы подписать контракт или соглашение об официальном оформлении платежного соглашения? Да, желательно иметь письменное соглашение, в котором изложены условия оплаты и обязанности обеих сторон. Это обеспечивает ясность и позволяет избежать недоразумений. Я согласен. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Письменное соглашение защищает нас обоих. Определенно. Это обеспечивает прозрачность и устанавливает четкие требования к платежному соглашению. Есть ли какой-то конкретный метод, который вы предпочитаете для осуществления этих ежеквартальных платежей? Мы можем обсудить предпочтительный способ и график оплаты со стороной, которой мы производим платеж.
Отличная идея. Важно создать надежный и удобный способ оплаты для обеих вовлеченных сторон. Как только мы завершим рассрочку, мы сможем начать вносить соответствующие ежеквартальные платежи. Да, мы должны соблюдать согласованный график, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты. Я ценю ваш вклад и сотрудничество в разработке этого платежного механизма. Добро пожаловать, Джон. Всегда приятно находить взаимовыгодные решения. Давайте перейдем к рассрочке. Согласовано. Спасибо, Анна. Уверен, что такое платежное соглашение нам подойдет. Добро пожаловать, Джон. Думаю, так и будет. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к ним. Хорошего дня. Спасибо, Анна. У тебя тоже отличный день. Урок 13. Запрос оценок времени. Мне нужно выполнить задание. Не могли бы вы помочь мне оценить, сколько времени это займет? Конечно, я сделаю все возможное, чтобы дать вам оценку. О какой задаче вы говорите? Мне нужно написать отчет о работе. Это включает в себя исследование и анализ. Написание отчета может занять некоторое время, в зависимости от сложности и объема необходимых исследований. Понимаю. С учетом результатов исследования, какие сроки были бы разумными? Сложно сказать точно, не зная подробностей, но по моим оценкам, это может занять от нескольких дней до недели. Это дает мне общее представление. Я ценю вашу помощь в сокращении сроков. Добро пожаловать, Джон. У вас есть крайний срок представления отчета. Да, срок его истекает через 2 недели. Я хочу убедиться, что у меня достаточно времени для выполнения этой задачи. Поскольку срок составляет 2 недели, у вас должно быть достаточно времени для завершения отчета с тщательным исследованием и анализом. Это обнадеживает слышать. Я составлю план и распределю свое время соответствующим образом. Заблаговременное планирование – хорошая стратегия. Это помогает убедиться, что у вас будет достаточно времени для составления качественного отчета. Совершенно верно. Я хочу предоставить хорошо проработанный и хорошо написанный документ. Это похвально, Джон. Время, затрачиваемое на качественную работу, всегда того стоит. Я ценю вашу поддержку и рекомендации на протяжении всего этого процесса. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы помочь. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная помощь, пожалуйста, дайте мне знать. Я так и сделаю. Спасибо, Анна. Ваш вклад бесценен. Мне очень приятно, Джон. Я рад, что смог вам помочь. Удачи с вашим отчетом. Спасибо, Анна. Хорошего дня. Урок 14. Практика осознанного питания. Ах, понятно. Обычно я так быстро ем. Как мне начать это практиковать? Осознанное питание поможет вам сбавить скорость и получить удовольствие от еды. Вот несколько советов для начала. Что я могу сделать, чтобы стать внимательнее во время еды? Начните с того, что обратите внимание на свою еду.
Задействуйте свои чувства и сосредоточьтесь на вкусах, текстурах и ароматах. В этом есть смысл. Я часто ем, отвлекаясь на телефон или телевизор. Минимизируйте отвлекающие факторы во время еды. Создайте спокойную обстановку и уделите все внимание еде. Как мне замедлить скорость приема пищи? Ешьте небольшими кусочками и тщательно пережевывайте пищу. Это позволяет насладиться вкусом и способствует лучшему пищеварению. Я попробую это сделать. Я обычно тороплюсь с едой, так и не попробовав ее на вкус. Обычно едят быстро, но замедление может помочь вам оценить вкус и почувствовать себя более сытым. Есть ли другие методы, которые я могу использовать для осознанного питания? Вы можете попробовать положить посуду между укусами и немного подышать. Это помогает создать ритм и осознавать темп приема пищи. Я попробую. Перерывы между перекусами — хороший способ сбавить обороты. Это может изменить ситуацию к лучшему, Джон. Осознанное питание заключается в том, чтобы присутствовать и в полной мере ощущать на себе действие питательных веществ. До сих пор я так и не поняла, как сильно тороплюсь с едой. Я ценю эти предложения. Это обычная привычка, но с практикой вы можете выработать осознанные привычки питания, которые принесут пользу вашему общему благополучию. Я очень рад начать использовать эти практики в своей повседневной жизни. Приятно это слышать, Джон. Помните, что это путешествие, а прогресс требует времени. Будьте терпеливы к себе. Я буду иметь это в виду. Спасибо за рекомендации и поддержку, Анна. Добро пожаловать, Джон. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь задавать их. Я благодарна за это. Я свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные рекомендации. Хорошего дня! Урок 15. Компостирование кухонных отходов и листьев. Я слышал, что новички могут использовать кухонные отходы и смешивать их с листьями для компостирования. Легко ли это? Да, компостирование кухонных отходов с листьями — простой и эффективный способ создать богатую питательными веществами почву. Какие кухонные отходы можно использовать для компостирования? Вы можете использовать кожуру фруктов и овощей, кофейную гущу, яичную скорлупу и даже чай в пакетиках. Избегайте добавления мясных или молочных продуктов. Приятно это знать. У меня много овощных отходов, оставшихся после приготовления пищи. Это прекрасно. Овощные отходы — отличное дополнение к компостным кучам. Где я могу смешать листья с кухонными отходами? Вы можете собирать опавшие листья во дворе или в близлежащих парках. Убедитесь, что в них нет химикатов или пестицидов. Осенью у меня во дворе много листьев. Я могу их использовать. Отлично. Опавшие листья служат богатым углеродом материалом для компостной кучи. Как смешать кухонные отходы и листья для приготовления компоста? Сложите кухонные отходы равным количеством листьев. Стремитесь к хорошему балансу зеленых и коричневых материалов. Что такое зеленые и коричневые материалы при компостировании?
Зеленые материалы богаты азотом, например, кухонные отходы, а коричневые материалы, такие как листья, содержат углерод. Итак, я чередую слои кухонных отходов и листьев в компостной куче. Да, все верно. Продолжайте наслаивать до тех пор, пока не получите хорошее сочетание кухонных отходов и листьев. Сколько времени нужно, чтобы компост был готов? Это зависит от различных факторов, но обычно для полного разложения компоста требуется от нескольких месяцев до года. Это разумный срок. Я наберу терпение и дам время сломаться. Терпение играет ключевую роль в процессе компостирования. Регулярное переворачивание кучи и поддержание ее во влажном состоянии поможет ускорить разложение. Я обязательно это сделаю. Я очень рад начать компостировать и сократить количество отходов. Это замечательно, Джон. Компостирование — это экологичная практика, которая приносит пользу как вашему саду, так и окружающей среде. Спасибо за объяснение процесса, Анна. Я ценю ваше руководство. Добро пожаловать, Джон. Если у вас есть еще вопросы о компостировании или садоводстве, не стесняйтесь задавать их. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, Анна. Хорошего дня. Урок 16. Доверие к мерам безопасности. Я глубоко вздохнула и напомнила себе, что нужно доверять мерам безопасности. Это отличный образ мышления, Джон. Доверительные меры безопасности могут помочь уменьшить беспокойство и укрепить чувство безопасности. Иногда это может быть непросто, особенно с учетом всех неопределенностей. Понимаю. Но соблюдение установленных протоколов безопасности может значительно снизить риск причинения вреда. Я согласен. Важно отдавать приоритет безопасности и доверять принятым мерам. Совершенно верно. Меры безопасности реализуются на основе рекомендаций экспертов и научных исследований. Это обнадеживает. Я буду постоянно напоминать себе, что нужно верить в их эффективность. Это позитивный подход, Джон. Доверие к мерам безопасности позволяет нам с большей уверенностью преодолевать непростые времена. Я также напоминаю себе, что, следуя этим мерам, я защищаю не только себя, но и окружающих меня людей. Отличная перспектива. Мы несем коллективную ответственность за безопасность друг друга. В самом деле, вместе мы можем создать более безопасную среду, доверяя мерам безопасности и соблюдая их. Точно, Джон. Доверие к мерам безопасности — неотъемлемая часть поддержания здорового и безопасного сообщества. Спасибо за поддержку, Анна. Это помогает мне сосредоточиться на выполнении своей роли. Добро пожаловать, Джон. Помните, что все мы работаем вместе, и доверие к мерам безопасности — это наше общее обязательство. Совершенно верно. Я обязуюсь следовать рекомендациям и верю в их эффективность. Это похвально, Джон. Тем самым вы вносите свой вклад в благополучие себя и окружающих. Это моя ответственность, и я отношусь к ней серьезно. Безопасность всегда должна быть приоритетом. Не могу не согласиться, Джон.
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу конкретных мер безопасности, не стесняйтесь спрашивать. Я благодарна за это, Анна. Я свяжусь с вами, если мне понадобятся разъяснения. Спасибо за поддержку. Добро пожаловать, Джон. Будьте в безопасности и берегите себя. Вместе мы преодолеем эти трудности. Спасибо, Анна. Ты тоже. Давайте доверимся мерам безопасности и позаботимся друг о друге. Урок 17. Настройка сигнала для пробуждения. Отмечено в 7 часов. Я организую звонок для будильника на 7 часов. Отличная идея, Джон. Звонок для пробуждения поможет вам вовремя проснуться. Утром у меня важная встреча, поэтому я не хочу проспать. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Звонок для пробуждения может дать вам дополнительную уверенность. Как организовать звонок для пробуждения в отеле? Обычно вы можете позвонить на стойку регистрации отеля и заказать звонок для будильника в нужное время. Хорошо, я позвоню им и попрошу позвонить в 7 часов. Вот в чем дело. Это простой, но эффективный способ уложиться в график. Должен ли я предоставлять какую-либо конкретную информацию при запросе тревожного звонка? Обычно они спрашивают ваше имя, номер комнаты и время, когда вы хотите, чтобы вам позвонили. Я обязательно предоставлю все необходимые данные, когда позвоню им. Отлично. Двойная проверка времени и подтверждение звонка для пробуждения обеспечивают точность. Я обязательно подтвержу время, чтобы избежать путаницы и ошибок. Это мудрый подход, Джон. Когда дело доходит до важных встреч, лучше быть внимательными. Спасибо за напоминание, Анна. Я ценю ваше руководство. Добро пожаловать, Джон. Я здесь, чтобы помочь. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? На данный момент нет, Анна. Я отвечу на звонок для будильника. Еще раз спасибо. Добро пожаловать, Джон. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вам понадобится помощь в будущем, не стесняйтесь обращаться к нам. Я буду иметь это в виду. Хорошего дня, Анна. Урок 18. Выбор универсальной одежды для долгих рабочих дней. Особенно для долгих рабочих дней мне нужна универсальная одежда. Это разумный подход, Джон. Универсальная одежда поможет вам чувствовать себя комфортно и стильно в течение всего дня. Я хочу свести к минимуму время и усилия, затрачиваемые на выбор того, что надеть каждое утро. Понимаю. Наличие гардероба с универсальными вещами может упростить процесс и сэкономить время. Какую одежду вы бы порекомендовали из-за универсальности? Ищите такие вещи, как сшитые на заказ брюки, блейзеры и рубашки нейтральных цветов. Их можно легко смешивать и сочетать. В этом есть смысл. Таким образом, я могу создавать разные наряды из одних и тех же вещей. Именно так. Комбинируя разные топы и низы, вы можете создать несколько образов без большого гардероба.
Есть ли конкретные цвета или узоры, на которых мне следует сосредоточиться? Нейтральные цвета, такие как черный, серый, темно-синий и белый, всегда являются беспроигрышным вариантом. Их можно легко сочетать с другими цветами. Это полезно. Я позабочусь о том, чтобы у меня был хороший выбор одежды нейтральных тонов. Отличная мысль, Джон. Нейтральные цвета служат прочной основой для создания различных комбинаций одежды. А как насчет аксессуаров? Могут ли они придать моим нарядам универсальность? Совершенно верно. Такие аксессуары, как шарфы, ремни и эффектные украшения, могут мгновенно улучшить ваш образ и добавить разнообразия. Я учту это. Кажется, аксессуары — это простой способ сменить мою одежду. Безусловно, так оно и есть. Они могут превратить базовый наряд в нечто стильное и уникальное. Я ценю твой совет, Анна. Мне не терпится пополнить свой гардероб универсальными вещами. Добро пожаловать, Джон. Инвестируя в универсальную одежду, вам будет намного легче одеваться для работы. Я с нетерпением жду возможности ощутить удобство и гибкость, которые она приносит. Уверен, вам понравятся преимущества, Джон. Если вам нужны дополнительные советы или предложения по моде, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо, Анна. Я запомню это. Хорошего дня. Урок 19. Недавние стихийные бедствия. В последнее время в разных регионах произошло много стихийных бедствий. Мы должны быть в курсе событий и обсуждать эти важные вопросы для повышения осведомленности. Абсолютно. Очень важно знать о пострадавших регионах и понимать последствия этих бедствий. Мы можем начать с того, что будем следить за новостными агентствами, которые предоставляют достоверную информацию о текущей ситуации. Неплохая идея. Также важно быть в курсе текущих усилий по оказанию помощи. Мы также можем обсудить эти вопросы с друзьями и семьей, чтобы повысить осведомленность и заручиться поддержкой. Определенно. Беседуя и делясь информацией, мы можем помочь мобилизовать ресурсы и помощь. Очень важно поддерживать организации, оказывающие помощь пострадавшим сообществам. Пожертвования могут существенно изменить ситуацию к лучшему. Верно. Мы можем исследовать авторитетные благотворительные организации и делать пожертвования любым возможным способом, будь то денежные пожертвования или волонтерство. Кроме того, мы можем обучаться вопросам готовности к стихийным бедствиям и делиться этими знаниями с другими. Совершенно верно. Готовность и знание того, как реагировать во время кризиса, могут спасти жизни. Давайте будем всегда в курсе событий и будем активно участвовать, чтобы оказать положительное влияние в трудную минуту. Урок 20. Изучение древних городов. Я подумываю исследовать древний город. Как насчет тебя? Звучит завораживающе. Древние города имеют богатую историю и культуру. Какой город вы рассматриваете? Я подумываю посетить Рим. Город известен своими древними руинами, такими как Колизей и Римский форум. Рим — отличный выбор. Архитектура и археологические памятники здесь просто невероятны. Вы уже запланировали, как долго пробудете здесь?
Я еще не решила, но подумываю остаться здесь примерно на неделю. Это должно дать мне достаточно времени для осмотра основных достопримечательностей. Неделя звучит разумно. У вас будет достаточно времени, чтобы погрузиться в богатую историю города. Не забудьте попробовать настоящую итальянскую кухню, пока вы там. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности попробовать вкусную пасту и пиццу. Есть ли у вас рекомендации по ресторанам в Риме? В Риме так много отличных мест, где можно поесть. Троттаури Дортиа известна своими традиционными римскими блюдами, а Рашиоли славится пиццей. Обязательно попробуйте их. Спасибо за рекомендации. Обязательно ознакомлюсь с ними. Есть ли что-то еще, что мне нельзя пропустить в Риме? Помимо знаменитых достопримечательностей, я рекомендую посетить Ватикан и посетить музеи Ватикана. Обязательно посетите Сикстинскую капеллу. Отличное предложение. Я обязательно включу Ватикан в свой маршрут. Мне не терпится увидеть там все произведения искусства и исторические артефакты. Похоже, вы прекрасно проведете время в Риме. Обязательно сделайте много фотографий и наслаждайтесь каждым моментом своего приключения. Спасибо. Я обязательно запечатлю эти воспоминания. Я расскажу вам, как дела, когда вернусь. Урок 21. Элегантно и немного формально. Я подумываю посетить мероприятие и хочу одеться элегантно и немного официально. Есть предложение. Отличная идея. Одежда, соответствующая этому случаю, свидетельствует об уважении и внимании. Вы ищете конкретное предложение по одежде. Да, я был бы признателен за рекомендации. Я собирался надеть сшитый на заказ костюм, но не знаю, какого цвета. Есть мысли. Костюм, сшитый на заказ, отличный выбор для слегка формального мероприятия. Классические цвета, такие как темно-синий, угольно-серый или черный, всегда являются беспроигрышным вариантом. Я согласен. Эти цвета всегда актуальны и универсальны. Думаю, я выберу темно-синий костюм. А как же рубашка и галстук? Для слегка формального образа классическим вариантом станет белоснежная классическая рубашка. Что касается галстука, вы можете выбрать однотонный или тонкий узор, дополняющий костюм. В этом есть смысл. Я выберу белую классическую рубашку и галстук с тонким узором, возможно, что-нибудь с маленькими точками или полосками. Отличный выбор. Похоже, вы будете выглядеть изысканно и утонченно. Не забудьте дополнить этот наряд полированными туфлями и подходящим ремнем. Совершенно верно. Внимание к деталям очень важно, когда дело доходит до элегантной одежды. Я позабочусь о том, чтобы все было согласовано. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание — аксессуары. Изящные часы и карманный карман придадут вашему образу нотку изысканности. Это хорошее замечание. У меня есть классические часы, которые прекрасно дополнят образ. Я также поищу карманный квадратик, соответствующий цветовой гамме. Идеальный. Благодаря сочетанию костюма, рубашки, галстука, туфель, ремня, часов и кармана вы, несомненно, произведете на мероприятии стильное впечатление. Спасибо за помощь. Теперь я чувствую себя гораздо увереннее. Одеваться элегантно и немного официально
значит обращать внимание на детали. Урок 22. Куриные тако и спагетти. Я думаю о чем-нибудь другом на ужин. Как насчет куриных тако и спагетти в оставшиеся дни? Звучит как восхитительное сочетание. Куриные тако всегда нравятся публике, а спагетти — классическая комфортная еда. Отличный выбор. Я рада, что вам понравилась эта идея. Я подумала, что было бы неплохо попробовать разные вкусы и блюда в течение недели. У тебя есть любимые начинки для тако? Куриным тако мне обычно нравится добавлять свежие начинки, такие как нарезанные кубиками помидоры, тертый салат, нарезанное авокадо и немного сока лайма. Как насчет тебя? Эти начинки звучат просто фантастически. Мне особенно нравится идея добавить немного сливочного авокадо. А для спагетти вы предпочитаете особый соус? Когда дело доходит до спагетти, мне нравится насыщенный и ароматный соус маринара. Иногда я добавляю немного обжаренного чеснока и лука, чтобы улучшить вкус. А как же ты? Я тоже фанат соуса маринара. Мне нравится, когда он слегка острый и с оттенком трав, таких как базилик и орегано. Это придает пасте такой аромат. Согласовано. Хорошо приправленный соус маринара может украсить простое блюдо из спагетти. Это классическое сочетание, которое никогда не разочарует. Мне не терпится насладиться этими блюдами. Их относительно легко приготовить, и я могу настроить их по своему вкусу. От этого выигрывают все. Совершенно верно. Приготовление пищи в домашних условиях позволяет экспериментировать с разными вкусами и наслаждаться блюдами, адаптированными к вашим предпочтениям. Кроме того, это может быть веселое и расслабляющее занятие. Это правда. Это отличный способ расслабиться и снять стресс после долгого дня. Я обязательно отведаю каждый кусочек моих домашних куриных тако и спагетти. Урок 23. Снятие стресса с помощью упражнений. Я понимаю, почему физические упражнения полезны как для физического, так и для психического здоровья. Это отличный способ снять стресс. Что ты думаешь об этом? Не могу не согласиться с этим. Упражнения имеют множество преимуществ, в том числе и снижают уровень стресса. Это помогает увлекательно. высвобождать эндорфины, Я заметила, которые что после являются тренировки естественными я всегда стимуляторами чувствую себя настроения. более расслабленной и энергичной. Совершенно Это как верно. естественное средство для Физическая снятия активность стресса. помогает очистить ум и отвлечь нас от повседневных забот. Это здоровый Я выход также из слышал, стресса что и разные виды напряжения. упражнений могут по-разному влиять на снижение стресса. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Определенно. Хотя любые виды упражнений могут быть полезными, такие занятия, как йога, пилатес и медитация, Это известны своим интересно. успокаивающим Я действием. никогда раньше не Они занимался йогой сосредоточены на или глубоком пилатесом, дыхании но и я готов дать им внимательности. шанс. Это Похоже, стоит они могли бы попробовать. помочь мне расслабиться Многие еще считают больше. эти занятия не только физически полезными, но и успокаивающими психику. Я Они посмотрю местные обеспечивают классы или комплексный подход к онлайн-уроки. снятию стресса. Включение йоги или пилатеса в свой еженедельный распорядок дня может Это стать отличным фантастический способом план. эффективно справиться со Последовательность стрессом. играет ключевую роль в использовании преимуществ физических упражнений. Я ценю Начинайте совет. медленно и постепенно Мне не терпится увеличивайте изучить интенсивность эти по новые мере того, варианты как вам упражнений будет и удобно. ощутить, какое положительное влияние они Урок могут оказать на 24. мое Окружите общее себя самочувствие. людьми, поддерживающими вас. Я стараюсь улучшить свой английский и слышала, что окружение поддерживающими вас людьми может быть очень полезным. Есть еще какие-нибудь советы? Абсолютно. Наличие благоприятной среды имеет решающее значение для изучения языка.
Кроме того, вы также можете попробовать потренироваться с носителями языка или присоединиться к разговорным группам. Звучит полезно. Я обязательно буду искать возможности попрактиковаться с носителями языка. Обучение у человека, свободно владеющего языком, может иметь большое значение. Определенно. Погружение в язык и культуру может ускорить процесс обучения. Вы также можете посмотреть фильмы или сериалы на английском языке, чтобы улучшить свои навыки аудирования. Отличная идея. Я начну смотреть больше фильмов на английском языке и постараюсь выучить язык естественным путем. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Конечно. Некоторые популярные фильмы для изучающих английский язык включают «Форест Гамп», «Побег из Шоушенка» и «В погоне за счастьем». В них есть увлекательные истории и понятные диалоги. Спасибо за рекомендации. Я составлю список и начну смотреть их. Это будет интересный способ выучить и пополнить свой словарный запас. Абсолютно. Учеба может доставлять удовольствие, когда вы находите занятие, которое вас интересует. Еще один совет: ставьте перед собой конкретные языковые цели и отслеживайте свой прогресс. Это поможет вам сохранить мотивацию. Это хорошее замечание. Я составлю план и поставлю достижимые цели для себя. Это даст мне повод работать и поможет мне сосредоточиться. Отличный подход. Не забывайте также проявлять терпение к себе. Изучение языка требует времени, но если вы будете постоянно прилагать усилия, вы обязательно добьетесь прогресса. Вы правы. Я запомню это. Спасибо за совет, Анна. Теперь я чувствую себя более мотивированной и уверенной в себе. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Помните, что я здесь, чтобы поддержать вас в изучении языка. Я благодарна за это, Анна. Все дело в поддержке таких друзей, как ты. Я буду регулярно тренироваться и продолжать совершенствоваться.